Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Снимаю сегодня хобби-челлендж, который мы совместно снимаем с Викторией Папуна и Кристиной, канал Red Rose Coloring. Мы решили пораскрашивать в раскрасках Кирби. Челлендж наш будет называться «Мир Кирби». Суть заключается в том, что мы будем раскрашивать иллюстрации, по одной иллюстрации в каждой раскраске. Мы взяли по 3 книги от Кирби Розаноса. Выбирали книги каждый, кому какая нравится, кто какую хочет, потому что, не у всех, допустим, есть, у кого-то нет «Земли мифов», у кого-то еще какой-то нет, поэтому решили, что будем раскраски брать именно кто какую хочет. Главное, чтобы это был Кирби Розанос. И еще одно было условие такое, чтобы было интереснее красить. Мы друг другу выбирали, что раскрасить. На какой страничке будем красить иллюстрации. Мне выбирала Виктория, я выбирала Кристине, а Кристина Виктория. Давайте покажу, что мне девочки выбрали, что я буду красить. В Мираморфозах мне выпала иллюстрация вот с таким грибочком. И я так подозреваю, что-то похожее, не напоминает что-то московское, да, Москву. Не факт, конечно, но вот есть такое сходство. Будет вот такая вот у меня иллюстрация в Мираморфозах. Следующая страничка, которая мне выпала в Земле мифов, это уже была страничка 37, вот такая вот. Не знаю, не могу сказать, кто это, девчонки. Сейчас посмотрим, кто это, даже не знаю. Это так, страница 37. Давайте посмотрим, что здесь. Патупайрих. Лес Вайпуа, Новая Зеландия. В общем, я так понимаю, сверхъестественные существа из фольклора майори. Телосложение, напоминающее людей. Они любят петь, играть на путторина. Господи, деревянные подобие горна. Так, Патупарих резвятся по ночам в туманную погоду, потому что солнечный свет для них вреден. Они не любят людей и селятся в глубине новозеландских лесов и гор. Этих существ можно встретить в лесу Вайпуа рядом с огромным деревом каури. Это одно из самых больших деревьев в мире, более 17 метров в высоту, более 4 метров в диаметре. Дерево названо в честь лесного бога Маори и упоминается во многих легендах. В общем, вот такие вот интересные, не знаю, лесные жители. Что-то, наверное, какая-то помесь людей с эльфами и так далее. В общем, буду красить. И третья у меня была раскрасочка, это Мираморфозы. И здесь мне Вика выбрала страничку, которая выпала на разворот. Мне посчастливилось еще и разворот. Вот такой вот разворотик. Я уж не знаю, что здесь и кто конкретно. Грифон, не грифон, с таким вот хвостом. В общем, да. Единственное, что я, конечно, безумно не люблю вот эти вот детали. Можно попробовать, конечно, посмотреть, если он подписан, что-то такие. Но не уверена. Так, надо искать. Кто это, что это? Так, это, да, грифон. Вот такой вот грифон. И нужно будет его тоже раскрасить. Честно говоря, пока что никаких особых идей. Ничего интересного пока не придумала. Даже не знаю. Эти раскраски, к сожалению, не особо-то любят воду. У меня российское издание. Но если, допустим, вот уже «Земля мифов», «Хрупкий мир», эти раскрасочки можно и водой акварелить, в них много воды лить, и карандашами, чем угодно. То вот эти вот первые раскраски, они, конечно, не очень-то любят воду. Но никуда не денешься.
Нужно раскрашивать, пробовать. Мне очень нравится. Мне больше всех нравится именно эта раскраска от Кербера Замыса. Вот. И я уже даже как-то пожалела, что купила именно российское издание. Она у меня начала вся разваливаться. Плюс бумага здесь не ахти. Но что-нибудь придумаем. В общем-то, как говорится, не первый раз украсим уже в этой раскрасочке. Поэтому я думаю, что-то придумаю. Начать я хочу с земли мифов. Не сказать, что прям самого простого. Просто у меня здесь всего лишь одна иллюстрация раскрашена. Как-то вот не сложилось. И я хочу начать с нее. Более-менее... Не то, чтобы я сказала, что я здесь знаю, как красить, чего я буду красить. Но в целом, судя по описанию, они выходят только по ночам. Соответственно, фон, скорее всего, это будет ночь черный. Черным, ну, деревья, понятное дело. В общем, вот самих их не знаю. Ну, тут очень много, судя по деревья, да, трава, деревья. Вот я смотрю, ветки. Очень много будет коричневого, зеленого. Так что, скорее всего, они, наверное, в каком-то, ну, серо-синий, синий, что-то такое. Тогда придется их делать, чтобы не слились они у меня с... Как это называется? С общим планом, да, с общим фоном деревья, трава. Чтобы это все не слилось в одно, придется их тогда каким-нибудь таким синеньким, серо-синеньким, в общем, каких-то тонах таких их отдельно делать, дабы они не слились с травой. Хотя вполне возможно, что могут быть более такие уходящие в зеленый, так как, ну, живут в лесу, не любят людей и так далее. В общем, буду пробовать. Сейчас буду раскрашивать фон. Скорее всего, опять акварелью. Ну, а дальше посмотрим. Итак, пришло время показать итоги нашего челленджа с девочками. Напоминаю, с Викой Попуной и Кристиной канал Red Rose Coloring. Мы раскрашивали в Кирби. Челлендж наш назывался, соответственно, Мир Кирби. И мы раскрашивали иллюстрации, соответственно, в этих раскрасках. Мы выбирали друг другу иллюстрации, напомню, которые, ну, так иначе я или кто-то будет раскрашивать из девочек. Мне выбирала Вика. Давайте покажу, что у меня получилось. Я не помню, в какой последовательности показывала в начале, но это, в общем-то, не столь важно. Первая — земля мифов. И здесь у меня получилась вот такая вот иллюстрация с такими вот лесными человечками, которые, я так понимаю, живут в лесу, любят гулять по лесу, ходить, бродить непосредственно ночью, особенно когда туман. Но как-то я побоялась делать туман, боялась испортить, поэтому так. Фон и вся зелень, эти вот человечки, это все акварель. Понятное дело, стволы деревьев — это карандашики. Ну, не знаю. В целом, я надеюсь, вам видно. В целом я довольна. Это иллюстрация, как получилось. Ничего не протекло, но здесь хорошая бумага, поэтому вот такая вот получилась интересная работа. Это вторая пока что здесь работа. Но в целом, как я уже сказала, я довольна. Неплохо. Следующая работа была в мироморфозах. Здесь мне попался, если вы помните, попалась иллюстрация с грибом. Я не знаю, насколько интересно получилось и вообще получилась ли у меня эта работа. Ну вот в целом как-то вот так. Фон — это акварель желтая. Ну и, соответственно, эти вот шарики. Все остальное карандаши, лира здесь. Вот такие вот получились, не знаю, грибочки. Больше всего мне нравятся вот эти нижние грибы. Долго думала, как, что здесь раскрасить, но, к сожалению, мне уезжать завтра, улетать самолет, и времени нет особо красить. А так как я не знаю, насколько я задержусь, решила, что нужно раскрасить сразу все, ну, чтобы не подводить девчонок. Поэтому торопилась. Ну, вот так вот у меня вышло. На мой взгляд, в принципе, неплохо, ярко, интересно.
Все пытаюсь ее закончить, эту раскрасочку, потихоньку продвигаю. Ну, вот. Еще одна появилась иллюстрация, как и, собственно говоря, в метаморфозах. Здесь у меня выпал мне разворот. Честно говоря, не очень я не в восторге от него. Как и от самого разворота, так и от полученного результата. Но как вышло, как говорится. Вот такой вот... Так, кто это? Хотела быстро сказать. И все. И все. Этот. Сейчас вам скажу. Хотела быстро, но быстро не получилось. Грифон. Вот. Такой вот грифончик получился. На фоне это пастель и гуашь, а все остальное карандаши обычно, лира. Не совсем довольна, не совсем то, что мне хотелось, но, как я уже сказала, сегодня улетаю. Я его уже сегодня доделывала, торопилась, поэтому вот такой вот получился. В целом неплохо. Опять очередной разворот. Вообще мне прям нравится, что в этом уже 2 месяца я крашу непосредственно много разворотов. Это здорово. В общем, вот такая вот получилась работа. В целом, ну, не скажу, что прям вау, но в любом случае неплохо. Вот такие вот у меня получились работы. Спасибо, что были со мной, что посмотрели. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. Обязательно заходите по ссылке на канал девочек, посмотреть, что раскрасили они. Я сейчас тоже закончу это видео и пойду посмотреть, что же получилось у девчонок. Очень-очень интересно посмотреть на их работы. Ну, я с вами буду прощаться. Всем хорошего настроения и пока-пока.